Мэри как будто после драйдока. Не, это шпиль. Наш главный двигатель. Два основных, один аварийный у нас в другом. I'm running on diesel, baby, I'm active. Try to wanna know what's happening. Baby, no cap, I'm captain. Honey, no rings on me, ain't bagging. Diesel, feeling I'm massive. I kill it like Shaq, I'm Shaqin'. That little bitch, she savage. Hit it on top all night, I'm damaged. Bomb, 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 yeah, bomb, 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 bomb. Feeling I'm massive. Feeling like bomb, 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 bomb. I just Друзья, капитан Максим с вами, капитан Максим здесь. Я вообще не планировал делать этот выпуск про Лос-Анджелес, ну, настолько большим. Я, честно говоря, хотел совместить два порта, Лос-Анджелес и Сан-Франциско, ну, точнее, Окленд, в одном выпуске, и то, как я лечу домой. Но, когда мы зашли в Лос-Анджелес, случилось то, что случилось. А точнее, я попал туда, куда не планировал попасть. В общем, я говорю сейчас загадками, давайте будем начинать. По ходу я вам сейчас все расскажу в вступлении, вы все поймете. Поехали. Этот выпуск записываю постфактум, то есть я знаю уже, что в нем будет. Сейчас 20:00, 14 июня. Выход из порта, выход из Лос-Анджелеса у нас запланирован на 5:30 15. То есть вот-вот уже скоро будет Лоцман. У нас грузовые операции все еще в прогрессе, еще много грузить, но тем не менее, грузить только пустые контейнеры. Их в любой момент могут просто отрезать и выгнать нас из порта, чтобы мы тут не занимали место. О чем я вам расскажу в этом ролике? Естественно, я вам немножко покажу порт, то, как мы заходили, грузовые операции и так далее и тому подобное. Но это все банально. Что будет не банального? Мы посетили легендарное судно, я не побоюсь этого слова, которое называется Queen Mary. Оно находится здесь, на приколе, стоит в Лонг-Бич. Из него сделали судно-музей, а также судно-отель. Мы поехали со Стромехом просто так прогуляться по Лонг-Бич, просто размагнититься, ну, как это обычно бывает. Но он не знал, что там стоит это судно. Я когда сказал, что там стоит это судно, он прям загорелся и говорит: Сергеевич, идем, сходим на этот пароход, хочу посмотреть, что там внутри. И действительно, мы вообще не пожалели о том, что мы туда сходили. Это очень интересное место. Там все сделано классно, все сделано по-богатому. Это судно, я напомню, когда-то обладало рекордом пересечения Атлантики. Точно я вам не скажу, за сколько оно его пересекло, но что-то около 4 дней. 200 тысяч лошадиных сил. 4 главных двигателя с суммарной мощностью 200 тысяч лошадиных сил. Мы там посетили очень много внутренних помещений, в том числе и машинное отделение. Я вам это все покажу. И так как мы там посетили машинное отделение, то я решил уже и в наше машинное отделение тоже сходить, потому что вы постоянно о нем спрашиваете. Покажи, покажи, покажи. Я делал большой выпуск о нем. В этом выпуске я вам покажу такую небольшую, кратенькую экскурсию, буквально на 5-10 минут, чтобы вы просто воссоздали в памяти тот выпуск, в котором я рассказывал полноценно о машинном отделении. Записываю это видео уже на закате, солнце садится. В общем, не хочу сильно вам надоедать больше со своими предисловиями. Единственная просьба: те, кто не подписан на канал, подпишитесь. Те, кто подписан, лайкните это видео и напишите какой-то комментарий. Если вы передумаете, комментарий всегда можно удалить, в принципе, как и лайк отжать. Все, заваривайте чай, заваривайте кофе, наливайте себе там то, что вы пьете. В конце видео я подведу небольшой итог уже после того, как мы покинем Лос-Анджелес. Приятного просмотра, мы начинаем, поехали. Чистый Need for Speed. Ford Mustang GT 350. Maybe I'm weak, but it took half a year to get over you. Or maybe I'm good at pretending that I moved on.
there come a weekend when we just not bring it up. Yeah, maybe I'm weak, but it's taking too long to get over you. Мы со старшим механиком идем с Port State Control инспекцией на Queen Mary. Сейчас будем смотреть соответствие высоким стандартам. Ну и вон бак ее тоже торчит. Сейчас пойдем глянем. Queen Mary как будто после драйдока. Покрашенная. Старая советская подлодка. Надо будет ее пробить. 540-я какая. Сейчас надо на мостик попасть. Passenger information. Магазин. Что она широкая, капец. Люмиков сколько? Это ж все мыть надо было. Ё-моё. Зенитки. Он, кстати, был переоборудован как-то в одно время в транспорт для военных во время Второй мировой войны. Зенитные орудия тогда поставили вот эти. Он должен быть направлен же в носовую часть. Что это за лебедка? У меня, кстати, уже есть одно замечание. Там вот гидрант без крышечки. Все, запишем. Не, это шпиль. Брашпиль же вертикальная звездочка, а это шпиль именно, горизонтальная звездочка. Выглядит он, конечно, устаревшим лет на 100. Что это? Телеграф, да? Не, это... Это команда. Это на якорь. Я думаю, что это телеграф. Не, это на якорь, вот. Let go port anchor, pay out cable, вытравить. Anchor await. Это на шпиль. Мне кажется, это такой телеграф, который с моста командовали якорем. Типа, что делать? Там нажимали, оно тут передвигалось, они повторяли. Современно все. Технологии. Технология. Slack away. Это все с якорем, это все якорные команды. Порт, стаборд. Так, вот тут очень серьезное замечание сразу. Где шлюпки? Wireless room. Тогда Wi-Fi уже был в том году. Нифига себе. А что это у него? Кальян там уже был тогда в то время? Ух ты, а тут что? Офис его, да? Ага. А это? Ой, ё-моё, ничего себе, даже у меня такого нет. А вот каюта старшего механика, между прочим. Тоже ничего. Шлюпочка подустала. Ё-моё! Столько телеграфов. А, у них же тут 4 грибных винта было, правильно? Значит, 4 телеграфа. Да. Радист тут тоже не очень в почете. Инструкция, как заполнять бассейн. Ё-моё, гирокомпас. Современные технологии. Оптоволоконный. Чартру. А что это за State Island какой-то? Тут не был. Бруклин. А, мы там были только совсем недавно же. Мы были в Нью-Йорке. По прямой. 4 дня, да? Май 27, июнь 5 дней. Сколько в мае? 31? Но они фигачили по 32 узла, 33 узла на полном ходу, когда. Это комната радиста, да?
происходит. Вот эта система Watertight Doors, уже тогда сигнализация была. Флаги. Короче, прошло 100 лет, а ничего почти не поменялось. Главное, кому звонить, инженер. Чиф Стюарт, ну кто еще? Кто еще должен быть? Это что-то волейбольное или теннисное? Что это такое? Не, это не теннисное, явно маленькое. Wireless room. Что такое wireless room? О, вот оно. А, не, это радио какое-то. Капитан венчал, да? Слушай, а тут свадьба может у кого-то? Room. Неровно делали, строили тогда. Гостиница, да? Одинокая. Шо, какое назначение ее здесь? Кто ее тут слушал? Вот наш Recreation Room. Аэрохоккей. Это футбол, как у нас на пароходе. У нас такой же у филиппинцев стоит. Киндергарден. Так, опять магазин. О! Вот что мне надо. Хочу такую. Винстон Черчилль использовал, когда через Атлантику путешествовал. Это исторический момент. ЦПУшка. Почти как у нас на норме. Никакого сейфти у них, Валентин. Все очень темно. У меня даже не передает свитчборд этот. Это что, ГРЩ, что ли, получается? Стирингир, да? Ё-моё, ничего себе. Опа. О, это bedroom Черчилля. Совещательная комната. О, нифига себе телефонов. Это порт Лос-Анджелеса пустой. Вот это вот место пустое уже больше, ну, 2 суток фактически. Да, скоро будет 2 суток. На закате судно выходило, вы видели, я вам показывал. Вот там стрелы крана белые, видите, подняты. Они так были подняты с тех времен, как мы сюда пришли, а это уже больше, чем 2 суток. И вот то вот место, где голубые краны, тоже пустует с тех времен, как мы пришли. Простаивают некоторые краны. Порт работает не на 100% далеко.
Чиф, ты тоже улетаешь? Да. Давай. Балласт на мне, если что. Так кидай вот так, он там скатится. Чифа прицепом с собой забрали. Давай, Саня, пока! Погнали, пацаны! Смотрите, хулиган на бульб вылез. Это Лос-Анджелес, тут это нормально. Тут много этих котиков морских везде. Прям в акватории порта они ныряют, плавают, весело им. Экология позволяет. Друзья, пока есть возможность, пока в машинном отделении тихо, так как мы стоим на береговом питании, не работают вспомогательные двигатели, я вам сделаю очень короткую экскурсию, буквально на 5 минут. Вот, пока позволяет нам ситуация. Сейчас 14 июня, 18:00, а уже в 5 утра 15 у нас лоцман. Поэтому это последний шанс показать вам машинное отделение в более-менее тихом состоянии. Сейчас мы вообще в ЦПУ находимся, центральный пост управления машинного отделения. Собственно, консоль, да, вы видите место хозяина машинного отделения, он же старший механик. Там выход из ЦПУ, с другой стороны тоже выход из ЦПУ. Вот это все, это ГРЩ, главный распределительный щит. То есть консоль, ГРЩ, место для отдыха тоже в машине. Место электромеханика тоже здесь, вот компьютер. Ну, погнали. И сразу котел, наш котел. Есть еще утиль котел, он там наверху в трубе. За ним установки кондиционеров. Две кондиционерные установки. Раз, два. И для провизионок установка отдельная. Наши вспомогачи. Всего на борту 5 штук. Здесь 3 маленьких. И с другой стороны еще 2 больших. Маленький у нас мощностью 2933 киловатта. Наш главный двигатель. 12 цилиндров. Диаметр каждого 98 сантиметров. 68 тысяч киловатт. Что в эквиваленте 93 тысячи лошадиных сил. Сейчас обороты ограничены. Уже не выдает он ту мощность, на которую его когда-то строили. Тем не менее, сейчас он выдает 76 оборотов. И при таких оборотах у нас расход плюс-минус где-то 140 тонн в сутки. 120 бывает, 140. В зависимости от нагрузки. То есть жрет он порядочно. Я прошу заметить состояние машинного отделения. Насколько все ухожено. Насколько все чисто. За этим тут следят. Идемте вниз. Еще одна палуба тоже главного двигателя. Он у нас большой, высокий. Он, видите, красные пожарные насосы. 2 основных, 1 аварийный у нас в другом помещении, в носовой части судна.
Балластные насосы рядышком с ними. Вот видите, вал грибного винта, вот туда вот он уходит. Жесткая передача, естественно. Идет вал. Ну и уходит туда дальше. Такой диаметр нехилый. Наш ОВС, Oily Water сепаратор. Сладж-памп. Сладжевый насос. Ну и главный двигатель. Видите, это картер главного двигателя за этими дверями, пусть будут, назовем их так. Это один из самых больших главных двигателей, в принципе, в мире из существующих. Не самый большой, но один из самых больших, который построен был для того, чтобы приводить в действие суда. Наша Ballow Water Treatment System, то есть устройство, механизм, который очищает балластные воды. Вот он здесь находится. Отсюда оперируется контрольная панель его. Тут, кстати, недалеко совсем заборный клапан. Вот он. Наш каскадный ящик котла, ну или теплый ящик его еще называют по-другому. Система охлаждения LTHT. Low temperature, high temperature. Тут ребята сегодня работали или еще продолжают работать. Меняли клапан. Вот он. Он в Purifier Room, заходим, это сепараторная. Сепараторы стоят. То есть это механизмы, устройства пусть будут, которые служат для того, чтобы очищать, будь то масло, будь то топливо, от вредных примесей, отложений. И после уже очистки топливо поступает чистое или масло по месту своего назначения. Вот сами сепараторы, вот насосы сепараторов. Можем в эту сторону пройти. Там вот контрольные панели их. Вот видите, ХФО, тяжелое топливо, тяжелое дизельное, лубойл масло, лубойл вспомогательные двигатели, АЕ, Auxiliary Engine. То же самое. Вот это Main Engine. Ну и соответственно каждая контрольная панель для каждого из сепараторов. Баллоны с пусковым воздухом. Два баллона. Вот написано Main Air Reservoir. 16 кубических метров емкость. Вот видите сейчас какое давление в нем. 24, да, 24. Второй баллон, такое же давление будет, наверное. Воркшоп, мастерская. Ну, весь необходимый инструмент, все сложено, все красиво. Паранит что-то кто-то режет. Видно, прокладки делают из паранита.
Все ключи, все на месте. Все лежит. Станки. Это важная вещь. Защита должна быть. Меня просили показать станки. Не знаю зачем. Ну, вот, собственно. Один станок, второй. Там вот, кстати, кладовка электромеханика, по-моему. Вот эта кладовка электромеханика. Смотрите. Ну, кладовка как кладовка. Очень много кабелей. Не путать с кабелями. Тоже все аккуратненько, все сложено на места. Как и в воркшопе. Довольно тихо здесь. Тут склад у нас. Тут вообще тишина. Робы чьи-то. Ну вы видели все сами, друзья, да? Машинное отделение, насколько все чисто, насколько все ухожено, все лежит на своих местах. Везде есть предупреждающие сигналы, знаки, что туда идти нельзя, сюда идти нельзя. Вот. Ну, для того, чтобы это все так было, для этого должна быть хорошая квалифицированная команда, которая за этим всем следит. У нас с этим, слава богу, все хорошо. Все, возвращаемся на палубу, будем выходить из Лос-Анджелеса. Да. Да, есть. Друзья, время сейчас, смотрите, 4:14. В 5:30 у нас лоцман, у нас еще продолжается погрузка и еще крепеж. Здесь на носовой части 3 крана работают. И в корме еще 2 крана. Не знаю, как они собираются закончить, успеть. Посмотрим. 5:30 пока запланирован отход. Ждем, пока Мерск выйдет. И с него мы, наверное, будем брать буксиры. Поэтому, собственно, и задержка. Должен был быть отход в 5, но перенесли на 5:30 из-за того, что нету свободных буксиров. И тут Мерск выходит. Видите, как прикольно работают поворотные насадки. Шел вперед, развернул их и пошел назад. Судно называется Гернер Мерск. Является овнерским, принадлежит Мерску именно. Это видно и по корпусу судна, и по названию. Датской постройки, на Оденс Shipyard было построено в Дании. 366 метров, крытый мостик, всепогодный. То есть летом прохладно, зимой тепло. Флаг Гонконг почему-то. Shipyard в Дании, а флаг Гонконг. Флаг, правда, не поднят, ночь. Начинают они поворачивать. Вон видно, перо повернуто. Ну, буксир контролит тоже. И заходят они на поворот. Туда за гентри. Еще очень странно, что стрела опущена. Судно маневрирует. Они ее так и не поднимали. Она там по жизни, эта стрела, вот так вот в таком положении. Они, кстати, едут в Окленд. Туда же, куда и мы за ними сейчас пойдем. Пожелаем счастливого пути им. И еще одно судно отходит сразу же, за Мерском. Выходит судно компании Hapag-Lloyd. Немецкий судовладелец. Называется судно Delaware Express. Под американским флагом работает. Порт приписки Чарльстон. Выводят их кормой, то есть будет разворот. В том месте, где мы разворачивались на входе. На таймлапсе вы видели. Идут они в Йокогаму, Япония. Наверное, недели 3 надо посмотреть на Аиси, когда у них ETA. Но, тем не менее, пожелаем им спокойного моря. Тихий океан не всегда тихий. Но летом более-менее работать можно. В этом плане летом поспокойнее. Зимой там, конечно, бывает очень несладко. Носовая гентри первая поднимает стрелу. Закончили грузовые.
Здесь с кормы тоже стрелу поднимают. Одна поднята полностью, вторую поднимают. Остается 2 стрелы. Все, 4:55 успели. Закончили грузовые. Остался крепеж и лоцман через полчаса. Еще одно судно заходит. Короче, мы попали на движуху. Мы не можем выйти из-за трафика в порту. Смотрите, какая гладь. Штиль. Зеркало. Вот, кстати, судно тоже компании Maersk, Maersk Elfirk. Оно тоже овнерское, несмотря на то, что Maersk стоит впереди, перед именем. Просто флаг Сингапура. Сингапурский флаг, но в Shipsinfo написано, что принадлежит компании Möller. AP Möller это тоже компания Maersk. Еще одно судно мы дожидаемся. Вот заходит Canola Express. В общем, решили они все за 1,5 часа утром сделать, повыводить, позаводить сюда. Хорошо, что мы никуда не торопимся. Maersk пришвартовался практически. Вот они подали уже продольные концы. Шпринги завели, подают продольные. Ну, думаю, минут 15-20 они привязаны. А эти все заходят. Друзья, вышли мы из Лос-Анджелеса. Не могу сказать, что наконец-то вышли, потому что довольно-таки интересный заход получился. Я думал, что он будет проходной. Думал, что ну Лос-Анджелес, как обычно, зайдем, выйдем, кто-то пойдет погуляет. А так получилось, что я сам, когда вышел на прогулку, да, чтобы там где-то прогуляться, размагнититься и так далее, организовалась такая интересная экскурсия, вот как на Queen Mary, на легендарное, я не побоюсь этого слова еще раз, легендарное судно. Это не просто какой-то проходной пассажир, а это пассажир с очень богатой историей. В целом экипаж тоже вышел в город, многие сходили, многие отоварились, купили себе электронику. Вы знаете, если не знаете, то я вам сообщаю, что в США довольно-таки хорошие цены на электронику, особенно продукцию компании Apple, особенно на продукцию Asus, ноутбуки, Republic of Gamers, там можно купить за очень хорошую цену, если попадете на скидку. К сожалению, не всем удалось выйти, потому что не у всех есть американская виза. И из 3 дней первый день нас вообще не выпускали. Нам не открыли границу в первый день, потому что CBP, Custom Border Protection, они просто не пришли на борт. Они пришли на 2-й день. И после того, как нам открыли границу, люди пошли в город. Я даже уговорил 3-го помощника и кадета, они не хотели идти в город. Я говорю, пацаны, что вы сидите на пароходе? Вы в Лос-Анджелесе, съездите в город, получите впечатление. Потому что может случиться так, что сейчас вы в Лос-Анджелесе, а в следующий раз вы тут будете через 10 лет. Для сравнения, я был в Лос-Анджелесе первый раз в 2008 году, в следующий раз я туда попал в 2022 году. 14 лет прошло между первым и вторым разом. Сейчас я более-менее регулярно туда попадаю. Люди сходили, кто-то погулял, кто-то скупился, кто-то покупал электронику, кто-то покупал одежду. Одежда тоже по очень хорошим ценам в США. Есть что выбрать и хорошего качества. Тем не менее, я предпочитаю ходить, получать впечатления, поэтому мы и сходили на вот такую вот экскурсию, где-то поели мясо, где-то там что-то попили и так далее. Сейчас мы взяли курс на Сан-Франциско, и в Сан-Франциско будет последний эпизод с этого моего контракта. Вот этот вот переход 2 суток, который мы идем с LA в Сан-Франциско, точнее в Окленд, это Сан-Франциско Бэй, с одной стороны находится Сан-Франциско, с другой стороны порт Окленда.
Я вам покажу, что происходит за эти 2 дня. Есть что показать. Я уже знаю, что на палубе, и уже видел там сварочные работы кое-какие идут. Я вам покажу, продемонстрирую, чтобы вы были в курсе, так сказать. Думал, будет проходной выпуск, а получился вот такой вот насыщенный событиями. Я вам показал экскурсию. Мы сходили в машинное отделение, вы посмотрели, что происходит в порту, заход, выход судна. Вам спасибо за внимание. Свои комментарии, вопросы, пожелания, просто мнение свое напишите под этим роликом. Я все прочитаю и на все постараюсь ответить. А с вами был, как обычно, капитан Максим. Вы были на канале Максмастер. Я вам благодарен еще раз за просмотр, за то, что вы уделяете свое внимание моему каналу. Я на связи.